«Мама, усыплять это больно. И вообще, что это значит? Зачем усыпляют?» — спрашивал детский голос. «Рэю это пойдет на пользу, и он выздоровеет». Кабинет ветеринарного врача был небольшим, и 3 посетителей занимали почти все пространство. «Сынок, дома об этом поговорим, объясню тебе все», — терпеливо сказала Надежда, измученно улыбнулась и обняла сына. Дорога до дома была не очень короткой, и Надя вспоминала, как Рэй появился в их семье. Надежда была совсем молодой, только закончила школу, и долго советовалась с родителями, куда поступать, пойти дальше, в какой вуз. В родном городке не было подходящих учебных заведений, одни училища, а хотелось учиться в институте, поэтому выбрали университет, находящийся в соседнем городе. Не слишком далеко, но все же не дома. Уезжать из родных мест совсем не хотелось, это нужно было надолго расставаться с родителями, друзьями, покидать обжитые привычные места и привыкать к новым. И тогда папа и мама в качестве утешения подарили щенка. «Этот пес всегда будет рядом с тобой, и, глядя на него, будешь вспоминать дом, нас, своих друзей», — сказал папа. «Тебе будет намного проще и легче, благодаря этому щеночку грусть от расставания уменьшится». Конечно, брать собаку с собой в чужой город было рискованно. С ним нужно где-то жить, а далеко не каждая хозяйка пустит на квартиру девушку с животным. Но Рэй очаровал всех, с кем встречалась Надя, и у нее не возникало никаких проблем. Во время учебы щенок, со временем ставший большим красивым псом, постоянно был рядом с Надеждой. Какое счастье, приходишь усталый домой, а там тебя ждут, радуются приходу, виляют хвостом и старательно вылизывают лицо. Как приятно сидеть делать уроки, а у ног лежит пес и иногда тычется мордой в колени. Рэй стал другом и товарищем, с ним невозможно было грустить и тосковать. И Надя сказала себе: «Никогда не расстанусь со своим другом, всегда будем вместе». Она и с мужем-то познакомилась благодаря псу. Однажды Надя пошла с Рэем гулять, и парочка завернула на озеро. Пес радостно бегал по берегу, облаивая всех вокруг, потом плюхнулся в воду и стал плавать. И так ему понравилось в прохладной водичке, что он ни в какую не желал выбираться на сушу. «Рэй, выходи, хватит, пойдем домой, мне еще к завтрашним занятиям готовиться. Имей совесть», — взывала Надя к рассудку пса. Но тот лишь громко и радостно лаял, продолжая барахтаться в воде. И как раз в это время мимо проходил Анатолий, увидел девушку, ругающуюся с собакой, и предложил свою помощь. «Мадам, что-то не хочет ваш пес слушаться. А вам так сильно нужно уходить, торопитесь». «Конечно, нужно. Конечно, тороплюсь. Еще до дома идти, на завтра учебы много, надо делать домашнее задание. Не оставлю ж собаку одну здесь. Разумеется, собака умная и дорогу домой найдет, но я буду переживать. Да и неправильно так поступать, оставлять друзей». «Неправильно, да», — согласился Анатолий. «Давайте помогу вам пса вытащить». «Как вы это сделаете, интересно?» Так и разговорились, познакомились, потом парень проводил Надежду домой, назначил новую встречу, и закрутилось. И все это знакомство, роман, женитьба и рождение сына случилось благодаря псу. «Если бы не он, не было бы ничего», — думала Надя, глядя на печальное лицо мужа, ведущего автомобиль. «Но неужели ничего нельзя сделать, а только усыпить пса?» Однако ничего другого не оставалось. Когда-то Рэй на одной из прогулок сломал лапу, увидел кошку, охотничий инстинкт взял вверх, и пес пустился догонять. Кошка понеслась через оживленную трассу, Рэй следом за ней и попал под машину. Результат — сломанная лапа, она срослась, но на месте перелома возникла опухоль. Врач сказал, что ее нужно обязательно убирать, иначе у пса нет ни единого шанса. А для проведения операции нужны деньги, много денег. А где их взять? Ни Надя, ни Толя не зарабатывают столько, да и одолжить никто не мог. К тому же растет маленький сынишка, кроме еды приходится очень много тратить на одежду, игрушки и прочее. «Рэй, миленький, прости нас», — сквозь слезы говорила Надежда, поглаживая пса по голове. «Мы ничего не можем сделать для твоего спасения. Не надо, милая, не убивайся.
Мы обязательно еще что-то придумаем. Анатолию очень хотелось успокоить любимую, хотя он отлично знал, что вариантов больше нет и вряд ли что-то еще можно сделать. В дом все трое зашли печальные. Потом пришлось убеждать сына, что больше ничего нельзя сделать. Стасик никак не желал поверить, что скоро придется навсегда расстаться со своим другом, и он останется один. Пацан готов был зарыдать и изо всех сил сдерживался, однако слезы текли по лицу и капали на пол. Рэй пытался утешить мальчика, облизывал лицо своего друга и махал хвостом. От этой картины настроение всех членов семьи еще более ухудшалось. Рэй действительно никак не мог понять, что случилось, почему все вокруг гладят его, за что-то извиняются и постоянно плачут. Ведь он же хороший песик, никто перед ним не виноват, чего это они так. Стасик решил помочь родителям собрать деньги для спасения товарища и сказал: «Мама, папа, давайте продадим мои игрушки, мне все равно не будет радости с ними играть. Для спасения Рэя продайте даже мой велосипед, который подарили на день рождения. Я потом вырасту и куплю себе новый, а Рэя спасем. Мы никогда не сомневались, что ты так сильно любишь своего друга, сынок, но все равно этих денег не хватит», — сказала мама. А папа добавил: «Стас, даже если мы продадим машину, за которую пока не выплачен кредит, то все равно нужно будет еще столько же денег. А где их взять?» Мальчик согласился с этим, расстроился и ушел к себе в комнату, забрав пса. Все время мальчишка был рядом с собакой, зная, что скоро придется расстаться навсегда. «Мама, а можно Рэй будет спать не на коврике у порога, а возле моей кровати?» — спросил мальчик. «Да, конечно, пусть он будет рядом с тобой», — ответила мать. Папа тоже был не против. Он понимал, что если даже у них с женой на сердце так тяжело от происходящего, то что говорить о маленьком пацане? Разумеется, ему тоже плохо и больно, он грустит и страдает. Наконец, этот тяжелый день, когда Рэя придется вести на усыпление, наступил. Стасик этой ночью не спал, а сидел возле пса, обнимая того и гладя. Мальчик отлично понимал, что эта ночь последняя, когда он может побыть со своим другом. Завтра его усыпят, и верного товарища больше не будет. Не с кем будет играть, некого трепать по голове, никто не прибежит на его голос. Слезы больше не текли из детских глаз. Мальчик был тихим, грустным и подавленным. Он походил на маленького старичка, которого жизнь придавила к полу. Надежда и Анатолий тоже готовы были заплакать при виде страданий сына. Им было горько и больно, что больше ничего невозможно сделать. Так хотелось, чтобы пес жил дальше, и мальчик не страдал. Родители чувствовали себя виноватыми в происходящем, хотя их вины, конечно же, не было. Дорога была не длинной, ехали молча. А что тут скажешь? Рэй сидел на заднем сиденье рядом со Стасом, глядел в открытое окно и скалил в улыбке зубы. Он всегда улыбался, когда ехал с семьей куда-то на машине. Стасик прильнул к псу и обнял его за шею. Он пытался оставить в памяти ощущение близости со своим мохнатым другом, ведь скоро это станет ему недоступным. И у всех было огромное желание, чтобы путь длился долго, а дорога не заканчивалась. Вот так бы ехать и ехать, и пусть все чувствуют, что прежняя жизнь продолжается. Но путь подошел к концу, машина подъехала к ветеринарной клинике и припарковалась, вся семья зашла внутрь лечебницы и оказалась в кабинете доктора. «Вижу, что вы готовы», — спросил ветврач. «Дайте еще пару минут», — попросила Надя, сдерживая рыдание. «Пусть мальчик попрощается». И тут Стас не выдержал. Вся боль, сидевшая внутри парня, вырвалась в отчаянный крик. «Не хочу, не надо!» — стал кричать он. «Не отдам вам собаку, ведь он живой и будет жить дальше. Пожалуйста, не надо!» «Рэй, милый!» — кричал мальчик, крепко держа пса. Надежда пыталась успокоить ребенка, она понимала, что переживает сейчас сын и какие страдания внутри него. И тут дверь открылась, и в кабинет стремительно вбежала молодая медсестра. «Подождите», — громко сказала она, — «не делайте ничего, пса не надо усыплять. Есть деньги, я смогла найти». Настала полная тишина, и они недоуменно уставились на девушку.
Деньги. Откуда? Это же невозможно. Медсестра опустилась на корточки рядом с Рэем и Стасом, достала телефон и стала что-то показывать мальчику. Вы когда в первый раз сюда пришли, я посмотрела на вашего красивого пса и сфотографировала вас, и собаку, и вашу семью. Красивые фотографии. Мальчик согласно кивнул. Ну вот, а потом я выложила фото Рэя в интернет вместе с грустной историей его болезни. И написала: все, кто может помочь, пусть сделают это. И люди помогли. Видишь, как много народу посочувствовали твоему Рэю. Вот, смотри, сколько теплых комментариев они написали. Люди желали здоровья Рэю, было много пожеланий в адрес его семьи, и многие готовы были оказать всяческую помощь. В кабинете уже никто безутешно не рыдал от горя. Слезы на глазах еще были, но теперь от радости, что все так хорошо сложилось. Это ж какое счастье, что в мире столько много неравнодушных, готовых помочь чужому горю. Конечно же, Рэю сделали операцию, она прошла удачно, опухоль убрали полностью. Стасик, как и прежде, был рядом с собакой, ухаживал за ним и помогал. Только теперь делал это с радостью и воодушевлением, потому что знал, верный друг в безопасности. Он будет жить и радоваться жизни вместе с мальчиком. Вот такой счастливый финал был у этой грустной истории. А все потому, что на свете существуют неравнодушные люди, готовые помочь чужой беде. Ведь когда люди вместе хотят сделать что-то доброе, то от теплоты их сердец уходит даже смерть. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.